Всем привет! Это Андрей Панюшкин, журналист в Испании. Сегодня я хочу разобрать статьи, по которым с высокой долей вероятности каждый из вас может быть привлечен к административной или уголовной ответственности в Российской Федерации. Подпишитесь на меня, поставьте лайк, дизлайк, если вы не согласны с моими оценками. И обязательно напишите комментарий, какие еще статьи репрессивного законодательства Российской Федерации вы хотите, чтобы я разобрал. Начну с самой резиновой статьи, вернее двух статей. Это дискредитация вооруженных сил Российской Федерации. Есть статья в административном кодексе, в КоАПе, и есть статья в уголовном кодексе. Так вот, статья 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации называется «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира, безопасности или исполнение государственными органами Российской Федерации в своих полномочиях в указанных целях, оказание добровольческими формированиями, организациями или лицами содействием выполнению задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации или войск Национальной гвардии Российской Федерации. Что мы из названия понимаем? Что эта статья относится к любым действиям, которые подпадают под понятие дискредитация, в отношении Вооруженных сил Российской Федерации, войск Национальной гвардии Российской Федерации, а также практически неограниченному количеству лиц, которые подпадают под определение добровольческие формирования, организации и лица, а также госорганы. То есть практически к любым лицам или организациям может быть отнесены ваши действия по дискредитации. Дальше. Первый пункт. Публичные действия направлены на дискредитацию, использование, все то же самое. А равно на дискредитацию, оказание добровольческими формированиями и содействие. Переписывается заголовок, если эти действия не содержат признаков наказуемых деяний. То есть, на самом деле, ваши действия – это дискредитация. Что понимается под значением слова дискредитация? Dis – это отрицание, credit – это кредит. Берем словарик, читаем. Дискредитация. Морфологические и синтактические свойства. Значение. Книжное, юридическое. Подрыв доверия кому-либо, чему-либо. Умаление авторитета. Утрата значения кого-либо, чего-либо. То есть, смотрите. По сути, слово дискредитация может быть расшифровано как умаление авторитета, подрыв доверия кому-либо, чему-либо. То есть речь идет и об организациях, и о действиях. Википедия говорит о том, что дискредитация от французского дискредитер, подрыв доверия, умышленные действия, направленные на подрыв авторитета, имиджа и доверия к кому-либо, умаление его достоинства и авторитета. Вот. То есть, по сути, под понятие дискредитации может быть отнесено любое критическое высказывание. Любое высказывание, которое, скажем так, противоречит
положительным характеристикам, то есть нейтрально, попробуйте найти нейтральное значение, или с малейшим оттенком негативной оценки, уже может быть дискредитация. Но практически понимаете, что под дискредитацией в Российской Федерации понимаются любые характеристики, не соответствующие официальной точке зрения. То есть, если вы написали, что что-то произошло так, как оно произошло, а, допустим, российские простой пример я приведу из своего личного опыта. Ко мне обратились соседи и сказали о том, что российские органы власти отказываются выплачивать, по их мнению, по соседскому мнению, причитающиеся им суммы денег в связи с потерей кормильца на территории Украины в определенном месте в определенное время. Я написал об этом статью, указав, что вот эти люди вот так вот говорят. Можно ли расценить мои действия как дискредитация органов Российской Федерации? Можно. Потому что я высказал неофициальную позицию. Хотя при этом я написал ровно то, что мне сказали соседи. Но это не соответствует официальной точке зрения. Сделал ли я что-то для дискредитации, то есть подрыва доверия к органам государственной власти Российской Федерации? Да, сделал, написав правду. Понимаете, какая-то статья. Так вот, эта статья в административном кодексе, если действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч, на должностных лиц от 100 тысяч до 200 тысяч, на юридических лиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Кодекс об административных правонарушениях, статья 20.3.3, пункт 2 гласит: те же действия, сопровождающиеся призывом к проведению несанкционированных публичных мероприятий, а равно создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности, либо угрозу создания помех функционирования или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, действия, если эти действия не содержат признаков уголовного наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч и так далее. 200 до 300 на должностных лиц, от 500 до 1 миллиона. Теперь читаем внимательно. Действия по дискредитации, которые сопровождаются призывами, и либо создают угрозу причинения вреда имущества, угрозу массового нарушения. Вы понимаете, насколько резиновая эта формулировка? Доказать, что ваши действия могли создавать угрозу нереально произошедшему событию, а только угрозу массового нарушения общественной безопасности или помехи к функционированию, прекращению функционирования всяких разных объектов, штрафы, грубо говоря, в 2 раза больше. То есть, если вы будете, допустим, призывать в связи с каким-то фактом выходить на митинг или ходить по пешеходному переходу, тем самым вы создаете угрозу транспортной или социальной инфраструктуре, или бойкотировать, стать пикетом перед банком, например. Почти любые ваши действия, если вы призываете к каким-то публичным акциям,
несанкционированным, а санкции вы, скорее всего, не получите, будут наказываться в 2 раза большими штрафами. И это только административное правонарушение. Теперь переходим к новой любимой статье. Раньше 228 была народной статьей, наркотики, да? Сейчас любимая статья это вот 20.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил, ну то же самое, перечисление. Добровольческие формирования организации лиц. То есть поймите правильно, это я хочу подчеркнуть. Речь идет про дискредитацию не только использования вооруженных сил, но и добровольческих формирований, организаций лиц и органов госвласти. То есть кого угодно. Любой человек в Российской Федерации относится к лицу. Любая организация относится к понятию организация. Тут добровольческие формирования просто выведены. Вот смотрите. Добровольческие формирования выделены специально, отдельно. Но есть еще более широкая категория. Шире, чем государственные органы и добровольческие формирования. Эта категория называется организации и лица, которые содействуют выполнению задач. То есть вот в горячем ключе Краснодарского края есть благотворительные фонды, которые занимаются сбором средств и покупкой всякой амуниции для военных. Они подпадают, эти организации, под понятие организации лица, содействующие выполнению задач, возложенных на вооруженные силы или войска Национальной гвардии. Понимаете, любой человек, который скинулся деньгами на дрон, подпадает под защиту в кавычках вот этой статье 280.3 Уголовного кодекса. Любой человек, любая организация, тем более благотворительный фонд. Так вот, 280.3, первый пункт. Публичные действия. Публичные это в сети интернет. Это не вы, стоящий на улице. Это вы, пишущий пост или комментарий в сети интернет. Даже вы, ставящий лайк, если найдут, что это вы поставили лайк в сети интернет, это уже публичные действия, направленные на дискредитацию. И еще раз подчеркну, что понимается под дискредитацией. Под дискредитацией понимаются умышленные действия, направленные на подрыв авторитета, имиджа и доверия к кому-либо, умаление его достоинства и авторитета. Умаление, то есть сделать меньше, уменьшение. Умаление его достоинства и авторитета. Понятно, да? То есть, если я пишу, что сбор средств, например, бы я написал, я не пишу, но, например, бы я написал о том, что сбор средств благотворительными фондами показывает неспособность властей Российской Федерации обеспечить армию всем необходимым, все, ребята, это я совершаю действия, подпадающие под понятие дискредитация, потому что я умаляю, то есть делаю меньше достоинства и авторитет. Понимаете? Какая классная резиновая, в кавычках, классная резиновая статья. Так вот, влекут наложение административного штрафа. Это если я по административке иду. А если по уголовной статье 280.3, наказывается уже уголовным штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами, либо арестом от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок от 5 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. То есть,
Вначале вас привлекают к административной ответственности. Если вы продолжите и делать то же самое в течение 1 года, то вас привлекают к уголовной ответственности. Понимаете, да? Не поняли с первого раза, поймете со второго. Пункт 2. Если те же самые действия, повлекшие смерть по неосторожности или причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовое нарушение общественного порядка или общественной безопасности, либо создавшие помехи функционированию, прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, наказывается штрафом в размере от 300 тысяч рублей до 1 миллиона, заработной платы осужденного за период от 3 до 5 лет, либо заниманием, в общем, существенно большие сроки лишения свободы. От 7 лет. Понимаете? То есть, если вы, как в предыдущем примере, призываете еще к чему-то, и ваши призывы привели к смерти или вреду здоровью граждан, например, вы призываете к массовой голодовке, кто-то в результате этой голодовки, допустим, стал инвалидом или умер, то это уже сроки лишения свободы до 7 лет. Понимаете? Окей. Резюме. Почти любые ваши действия, которые вы будете делать публично, которые будут расходиться с официальной точкой зрения Российской Федерации, которая подается в СМИ, это официальная точка зрения официальных СМИ, могут быть отнесены к составу статьи Административного кодекса 20.3.3, либо к статье 280.3. И нет никакой разницы, поддерживаете вы специальную военную операцию или не поддерживаете. Суть в том, что ваши расхождения с официальной точкой зрения могут быть расценены как дискредитация. Под официальной точкой зрения я понимаю то, что опубликовано в государственных СМИ. Если вы взяли информацию из телеграм-канала, у которого много подписчиков, это не значит, что вы взяли информацию из государственного источника. Телеграм-канал может быть анонимного автора, и до него дотянуться будет сложно. А до вас, написавшего комментарий, что полностью поддерживаю, дотянуться будет легко. Что бы я рекомендовал вам? Первое. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не вести свои социальные сети с ником, который отражает вашу идентичность. То есть это должны быть какие-то сокращенности, какие-то придуманные имена. Ни в коем случае не Иван Иванов. Первое. Второе. Обзаведитесь сим-картой, не связанной с вами, или виртуальным телефонным номером, чтобы зарегистрировать ваши аккаунты в социальных сетях. Обязательно включите двухфакторную авторизацию. Обязательно. Это просто must have. Вы обязаны на каждую вашу социальную сеть поставить двухфакторную авторизацию. Это означает, что по смс и по паролю входить в ваши социальные сети. Никак иначе. Одной смс мало, потому что вашу сим-карту, как со мной случилось, могут продублировать. Вот плохие люди, вы хороший человек, а плохие люди могут перевыпустить вашу сим-карту, дубликат, перехватить идущую к вам смс-ку, от вашего лица
зайти в социальные сети ваши с вашей сим-карты, если на вас она зарегистрирована, и написать что-то, что дискредитирует российские вооруженные силы, например. И потом скажут, что это сделали вы, потому что сим-карта ваша, значит, это сделали вы. Поэтому для ваших социальных сетей должна быть левая сим-карта или какой-то виртуальный номер. Для ваших социальных сетей должен использоваться непонятный ник, который с вами не связан. Что-то виртуальное. Типа, ну не знаю, Мимоза 2025. Кто это, что это, непонятно. Еще. Не ведите социальные сети в российских соцсетях. Не пишите там. Дело в том, что сотруднику органов нужно доказать, что это были вы. Царица доказательств — это признание. То есть, если вы под пытками скажете, что это вы написали, ну, все прекрасно. И потом пытки не докажете, потому что у вас был адвокат по назначению, который вас призывал договориться мирно со следователем. Но, допустим, даже если вас не пытают и не выбивают из вас показания, социальные сети, такие как во ВКонтакте или Одноклассники, радостью сотрудничают с органами. И они передадут им, с какого IP-адреса, в какое время вы выходили в сеть интернет. Если вы использовали без VPN выход в сеть интернет, то определить по IP-адресу на определенное время, какой абонент пользовался интернетом, реально. То есть можно узнать, что IP-адрес 192.192.001 в 10 вечера 29 марта 2025 года использовался абонентом, допустим, МТС таким-то, с таким-то, имея этот уникальный адрес вашего телефона. Понимаете? Если же вы используете VPN и используете сети, не имеющие отношения к Российской Федерации, как то, например, YouTube, Instagram, WhatsApp, то, соответственно, определить, что это вы, если вы еще и с VPN выходили, будет сложно, потому что эти соцсети не сотрудничают с Российской Федерацией. Я специально не называю Telegram, потому что в моем понимании в каких-то ситуациях Telegram может сотрудничать с российскими властями. Например, если очень захотят, вас могут российские правоохранители обвинить в сотрудничестве с экстремистской организацией. Ну, списком, условно говоря. Взяли и включили вас в какое-то экстремистское сообщество. Вы об этом ничего не знаете. Это следственные действия, тайна для вас. Вас включили в террористическую организацию, не уведомив вас об этом, и подали этот список в Telegram. Насколько мне известно, Telegram вот в случаях террористической какой-то угрозы экстремистской может сотрудничать с российскими властями. И включить следователю в список какой-нибудь, например, религиозной экстремистской организации не составит труда. Он получит доступ к вашей переписке от Телеграма совершенно легальным с точки зрения российских властей. И потом отследит вашу переписку. Насколько я понимаю, в случае с Инстаграмом это невозможно, потому что Инстаграм уже признан экстремистской организацией в Российской Федерации, и, соответственно, запросы в эту соцсеть следователь посылать не будет. Поэтому, еще раз повторю, у вас должен быть виртуальный телефонный номер или сим-карта, не привязанная к вам. У вас должна быть соцсеть зарегистрирована на какой-то непонятный, не связанный с вами никнейм, то есть прозвище, что-то типа, не знаю, Испания 2025, например. У вас должна быть двухфакторная авторизация на соцсети, то есть через смс и через пароль.
И то, и то. И вы должны писать свои комментарии в социальных сетях, которые заведомо не сотрудничают с Российской Федерацией. То есть это, из популярных: YouTube, Instagram, Facebook, возможно, еще какие-то там Дискорды и прочее. TikTok и Telegram под вопросом. Скорее всего, они сотрудничают в каких-то определенных ситуациях с российскими властями. Поэтому в ТикТоке, в Телеграме не пишите комментарии, не делайте публикации, потому что в определенных обстоятельствах ваши данные в этих соцсетях могут быть переданы российским спецслужбам. Понятно, да? Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, что-то заведомо не российское. Вот. ВКонтакте и Одноклассники сразу нет. 100% нет. Телеграм и ТикТок под вопросом, но скорее нет, чем да. Все. Помните, любое ваше несогласованное с официальной точки зрения слово против любого человека или любой организации в России может быть расценено как административное или уголовное деяние. И я вас должен огорчить. Если вы когда-то что-то писали, а потом удалили, то эту публикацию следователь, если он работает по вам, может найти в интернет-архиве и пришить вам дело. Это легко делается. Если вы удалили свои соцсети или закрыли свой аккаунт, то содержимое этого аккаунта можно посмотреть до момента, когда он был закрыт, через интернет-архив. То есть вас это не спасет. При желании следователь найдет вашу публикацию, которая была сделана раньше. И второе. Если вы опубликовали что-то в 2012 году и до сих пор эта публикация висит, следователь пришьет вам дело, потому что он считает любые публикации, доступные сейчас, чем? Длящимся правонарушением, преступлением. Если вы удалили свою публикацию, тогда да, он может разово вас привлечь, если докажет, что этот интернет-архив был доступен любому желающему. Но это сложно. А вот если ваша публикация сейчас доступна любому желающему без каких-то интернет-архивов, то пускай она была сделана до введения этих репрессивных статей, все равно следователь посчитает это длящимся правонарушением, вне зависимости от того, когда эта публикация была сделана. Хоть в 2012 году, хоть в 2020 году, хоть когда. Если сейчас публикацию можно найти легко, значит вы преступник с точки зрения репрессивного российского законодательства. Подписывайтесь на меня, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, по каким еще статьям дать комментарии и разжевать их буквально для вас, чтобы вы не делали. Какой выход? Вы спросите меня. Выхода два. Или замолчать навсегда и ничего не писать в социальных сетях, и не ставить никаких лайков, в принципе, или дизлайков. Любой лайк и дизлайк — это уже участие в экстремистском сообществе. Да-да-да, вот так вот. Это действие. Лайк и дизлайк — это действие. Любое действие — это участие в экстремистском сообществе. Поэтому просто читать можно, пока новых законов не приняли в России. Но вот что-то делать уже нельзя. Ну а общее вы знаете. В России, к сожалению, десятки, сотни лет действует правило: закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Следователь при желании может в России притянуть любой состав к вашим действиям. Например, такой широкий, как 280.3. Пока-пока.